Берем 15 сантиметров шнура. Вот такие милашечки. Лю-лю-лю-лю-лю. Листик выкладываем, садим. Пройдемся по полочкам. Орхидея какая. Красивая, и по цене она классная. Мы просто их берем. Друзья, всем привет, с вами Вера. Вы на канале Мы с Алтая. Как классно после трудового дня, после тяжелого трудового дня покушать с Женей на террасе, подняться на гору Тугая, откуда открывается замечательный вид на наш город. Также видно вдали наше село, как поют птицы, какой свежий воздух. Чувствуешь себя свободно. Классно. Стоя здесь, загадала желание, чтобы каждый из вас побывал в этом прекрасном месте под названием Алтай. Так, ну что, начинаем. Новое недельное видео. В этом видео мы много соберем с вами букетов, композиций на вручение медработникам, людям с большой буквы, которые учились лет 10 и работают еще очень много лет на наше благо, на благо всех нас, людей с большой буквы, еще раз повторюсь, и с железными нервами, как так по мне. Поэтому будем их чествовать на этой неделе. Друзья, доброе утречко. Доброе утро, доброе воскресное утро. Сегодня у нас нет заказов. Надюшка крутит заказы на послезавтра. Это по одной хризантеме. Букеты с хризантемками небольшие. Также на День медицинского работника продолжаем работать. Она справится. Дальше по 3 розочки будет крутить, упаковывать. Мы их будем завтра. А я пришла сюда, чтобы отвести свою душеньку. Душа требует творчества. Вот, поэтому там витрину что-то еще сделать. Это все подождет. Это у меня подождет. Нужно, конечно, и сумки заряжать. Вот у меня на заднем плане, да, на выпускные уже, не последние звонки, на выпускные. Так, нитки подобрала. На выпускные уже нужно готовиться. У нас будет очень много заказов. Это на 27 пока, на 27 июня, пока ребятишки сдают экзамены. Ух, и мандраж у Надюшки, дочка в 9 классе. Ну все экзамены сдала на 4. Молодец, Дарина, молодец. Все, страх, мандраж позади. Теперь у них выпускной. У 9 классов чуть пораньше будет выпускные. Вот, ну там в 9 классах не такие большие заказы, там буквально по одному цветочку на вручение аттестатов, да, для учителей. Так, а что у меня машинка? Чувствуешь выгорание, когда одно и то же делаешь, одни и те же букеты, цветы. С огорода-то еще практически ничего не наросло. Сиренью мы не успели поторговать, потому что сначала дождь как хлестанул, там она вся бедная пооблетела. Потом жара встала, ее как прижарила, и она цвела вот просто, я не знаю, за несколько дней. Вот, не успели насладиться, покайфовать, да. Я не говорю сейчас, знаете, нужно немножко разделить про материальное, да, что кто-то подумает, ой, не успели заработать. Да нам и не надо с нее зарабатывать. Хотелось покайфовать. Хотелось сделать вот эти красивые сумочки с сиренью, с пионовидной розой, которые очень любят наши клиенты. Даже спрашивали, Вера, что сирень-то ничего будет? Нет. Я говорю, ну все, говорю, нет, сирени не будет. Вот, поэтому душу, так скажем, да,
не отвели, не покайфовали. Кайфа не было от сирени. До Георгин там вообще будет душа петь и плясать. Какие работы будут красивые, классные. Вот тоже до них пока долго, пока мы их только высадили, да, когда там это будет, еще не скоро. И вот душевное пространство-то, оно пустое. И если не научитесь его чем-то заполнять творческому человеку чем? Как творчеством, правильно же? Потому что огород, все домашние дела, все это понятно, все это столько времени занимает. Боже, боже мой. Вот, поэтому нужно вот эту вот нотку творчества. Ее, понимаете, ее ничем не закрыть. Творческому человеку ее ничем не закрыть. Вы же меня понимаете, да? Кроме как именно вот творчеством. Так, что я делаю? Я, в общем, беру шпагат и облагораживаю кончик. То есть вот он кончик. С чего начинать, да? Он же вот такой. Вот из такого превращаем вот в такой. То есть начинаем тоже очень красиво и аккуратно. Вот. Прикупилась я, кстати, ножницы. Я их показывала как-то. Показывала распаковку с Валберес. Очень классно, с острым кончиком, чтобы вот прям ниточки какие-то, да, все подрезать, чик-чик-чик, делать, в общем. А то лето настало, корзин нет, хочется уже скоро георгины будут, чтобы вот, ну, всю красоту, короче, предлагать нашим клиентам, покупателям нашим. Так, сантиметровая лента под рукой. Так, какие я беру цвета? Подбираю по корзине. До этого шили цвет эвкалипта с молочным, сиреневое с молочным, то есть белым. Любой цвет берем, и очень красиво получается. Также очень красивые корзины получаются, когда берем два оттенка, один поярче, второй по насыщенней. Который по насыщенней, значит, делаем донышко, ручки, а который понежней, да, верхнюю часть нашей корзиночки. Так, ну что, надеюсь, я вам сегодня уже результат покажу. Если не сегодня, то в следующем видео. Так, также я вот положила, я вот не могу, хочу вот из него что-нибудь пошить. Вообще, также можно сочетать вот так вот, да, красиво будет. В общем, много шнура лежит, который я хочу вот прям пошить. Вот, надеюсь, время у меня на это будет, потому что впереди неделя, как бы вроде как бы затишье. А это затишье надо использовать, ну, неделя перед выпускными, конечно, текущие букеты никто не отменял, дни рождения и так далее, да, но это как бы не праздник, да. Девчонки могут тоже справиться. Вот, используем вот это время для творчества, для пополнения ассортимента. Идей куча, масса. У меня столько формочек для гипса пришло. Я хочу и с шариками, с мишками поделать. В общем, столько идей, масса. Нужно только время, чтобы это все реализовывать. Вот. И вот это вот время, затишье, не нужно плакать. У кого как торговля, кто как вообще это время дается вот для нашего творчества, чтобы мы могли предложить что-то интересное нашим клиентам и тем самым повысить наши продажи. Так, ну что, поехали, будем наслаждаться творчеством. Чикс, вспышка, и все.
У вас прошло, наверное, секунд 20. У меня полдня. Я бегала и работала, букет собирала. И возвращала к шитью. Но та-да-дам. Вот такая классная сумочка, корзиночка у меня готова. Очень красивая. Я такая довольная. Для нас, творческих людей, обязательно важен результат. То есть исход были нитки, стала вот такая сумочка. Ой, классная, вообще не могу. Все, сейчас все ниточки еще подрезать. Круть. Так, смотрите, что делаем. Берем 15 сантиметров шнура, шьем, не диаметр, в общем, когда станет размер 13 на 26, то есть размер донышка. Далее поднимаем стеночку, вяжем 6 сантиметров. А, нет, почему 6? 4 же. Или 6. Однако 6. Да, 6 сантиметров одним цветом. И далее вяжем, шьем другим цветом, чтобы высота стеночки была 14,5. Ручки, длина ручек 1,880 м отмеряем и шьем в 4 шнура. Вот так получается. Ой, крутая, крутая. Все, несколько буду шить таких. По цвету шикарно подойдет для белых. Вообще для любых композиций подойдет и розовых, и фиолетовых, и белых. Каких только душе угодно. Такие оттеночки. Все, душечку отвела на сегодня. Побежали собирать красивущие букеты. Заказал молодой человек для супруги большой букет. И для доченьки такой же поменьше, маленький. Вот, поэтому у нас будет сборка букета для дочери и мамы. Вот, еще для мамы заказал для своей букет. Завтра приедет она забирать букеты для снохи и внучки, так скажем. И попросил, чтобы мы вручили ей здесь в магазине букетик от него. Какой замечательный сын. Так, ну все, ребята, рассиживаться некогда. Побежали крутить красоту. Так, ну что, приступим к выполнению заказа. Это у нас будет 2 букета. Один будет букет огромный для мамы. Большой. Ой, тяжелые цветы. Сюда выставлю. Для мамы. Второй букет будет для дочери. Точно такие же цветочки, только в маленьком составе, да, варианте. Так, ну что, будем собирать быстренько. По составу позже расскажу. 2 букета на 15 000 рублей. Поехали. Так, ну все, друзья, букеты для мамы и доченьки готовы. Вот такие милашечки. Нафотографировала Надюшка меня уже с ними. Классные, вообще супер. Так, надо еще так как-то сфотать. В общем, классные. Так, общий бюджет вот этих букетов 15 000 рублей. Так, ну все, отправляю на водичку. Завтра заберут их. Забрала посылку, посылище, заказывала в Далия боксики, рамочки, в общем, все, смотрите, полная машина у меня добра, все приехало, очень много клиентов ждут именно этот привоз, лето в разгаре, нужны картины с пробирочками. Очень красивые, заказала в разнообразных оттенках. Также деревянный, просто может кто-то покрасить в свой оттенок, да?
Так, ну все, едем на работу. Надюшка уже открылась, время 9. Девочки мне чуть-чуть пораньше отдали. Хорошо там работают кызыльские девчонки. Вот, привет, компания «Энергия». Спасибо большое. Несмотря на то, что время было без 10, отдали мне мои посылочки. Также со мной едут 2 ведра с пузыреплотником. Нарезала вчера. Вчера нарезала, чтобы он отпился хорошо. Поставила в гараж. Все, отпился хорошо. Сегодня можно уже с ним работать. Погода сегодня замечательная. Хоть и передавались сильные осадки, но так немножечко дождь ночью сбрызнул. Пыль прибил, и хорошо. И замечательно. Температура 23 градуса. Шикарная погода. Шикарное настроение. Мы тут припухли с Надюхой, разгружали эти коробки, 13 коробок с боксами. Позже будем делать распаковку. Если время будет, то сегодня, если нет, то завтра. Заехала на почту. Лю-лю-лю-лю-лю. Мне пришли семена. Будем сеять на 8 марта. Сейчас покажу чего. Что мы будем с вами сеять? Кое-что нужно будет еще заказать, дозаказать. Приходит в таком письме. Значит, заказываю сайт Белла профсемена. Так. Ой, скотчем ножницы задела. Нельзя этого делать. Итак, дефицит ножницей острых. Так, все, раскрываю. Так, ну что, давайте будем смотреть, что привезла. Привезла пеларгонию. Что-то я решила зональную пеларгонию посеять просто. Она хорошо зацветает, можно продавать. Так, вот пеларгония вообще. Еще пеларгония. Зональная, то да все. Вообще копейки стоит там. Без проблем растет. Вот примула. Апконика. Вот такая. Ред. Оранж. Очень нам понравилось нынче. А это что такое? А, это ромашка. Сейчас я ее дома посею сразу. Пеларгония, пеларгония. Так, здесь у меня цинерарий. 50 штук, видите? Сразу в один пакетик. О, на лепусточке. Схизантус. Как-то он у меня получился. В принципе, красивый. 3 штучки, 3 штучки, 3 штучки, 3 штучки. И скабиоза тоже как-то. Скабиозу я хочу еще на улицу потом посадить. Вот. Будем сеять цинерарию и примулу. Вот что понравилось. Пеларгония так сейчас посею. Тоже будет потом зацветать в магазин. Вот все добро. Нужно дозаказать кальциолярию. Вот, в принципе, и хватит. Начеренкуем пеларгонию еще, королевскую. И вот у нас будет ассортимент на 8 марта. Шик-модерн. У нас с вами заказ. Вот такая большая корзина. Супруг заказал своей супруге большую композицию. Нет, нормально. 10 тысяч рублей. Мы уже все посчитали, цветочки подобрали, он поехал пока по делам. У меня есть возможность включить камеру и собрать это все на камеру. У нас будет в составе 2 лилии, мы ее поделим, 3 хризантемы крупных, 3 пиона, 4 хризантемы, 7 альстромерий, 3 агапантуса, 4 ириса, 4 гиперикума, герберы, 3 сантини, так, 4. Собирать будем очень быстренько, потому что быстро-быстро он сейчас придет, мне еще надо результат показать, так что поехали. Так, ну все, корзина готова. Осталось только ленточки приклеить. Клей пистолета разогревается. Вот такая корзина, как картина. Летняя, воздушная, красивущая. Можно рассматривать ее вечно. Распустятся ирисы.
Пионы, тоже местечко для них оставила. Альстромерия распустится, лилия распустится, агапантус распустится. Здесь будет очень-очень ярко, сочно, красиво и одновременно нежно. Вах, 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 вах. Красивая, большая. Каждый год он ей большие корзины дарит. Очень большие букеты. Прошлый год в коробочке делали. Вот нынче в корзине. В корзине. Вот на следующий год надо мне большие корзины из шнура шить. Вот такие вот, только большие. В общем, для больших букетов. Что-то новое-то надо предлагать нашим клиентам. Надюха куда-то побежала. Погода портится. Что-то заходит черным-черно на улице. Так, ну все. Надюшка упаковывает букеты по 3 розочки для медработников. Праздник уже завтра. 108 букетов нужно упаковать. Она вчера их скрутила по 3 розочки, просто перевязала. Сейчас уже упаковывает. Результат обязательно покажу. А вы пока подпишитесь, пожалуйста. Ваша поддержка нам очень важна. Приготовили вот такие букеты. 2000 рублей. Здесь 3 хризантемы, 2 альстромерии, 3 диантус. Красивая упаковка будет. 2 тишью сверху, снизу. И упаковка на вручение в круголя. Давайте сейчас покажу. Потому что под прошлым видео написали комментарий. Покажите, пожалуйста, упаковку. Простая, обычная наша. Что мы делаем? Получается, на такой букет нужно 6 или 5. Да, он маленький, 5 полосочек. Примерно, ну, сколько тут, сантиметров 30, наверное, 35. Так, я сразу побольше нарезаю, потому что у меня 10 букетов. 10 букетов. И на ножку еще потом. Так, переворачиваем. Так, чтобы упаковка вот сюда закруглялась, да, снаружи. Немножечко подгоняем под букет. Если нужны большие бортики, побольше, значит, ну, в общем, оставляем. Первый листик выкладываем сзади. Не видно? Ну ладно, главное букет видно, да? Сзади вот так. Чуть-чуть повыше. Мне сильно бортиков не нужно. То есть чуть-чуть повыше, немножечко буквально-таки цветы. Повыше цветов, да. Немножечко второй листик выкладываем, вот чтобы уголочки вот так были, да. Немножечко в сторону. Дальше идем, будь здорова. Дальше идем в другую сторону. Также выкладываем наискосочек. Можете каждую перевязывать перевязку. Я уже могу без перевязок. Тишью не переживайте, что он сильно торчит, потом можно его поддернуть внутрь. Дальше следующий листик. Вот эта вот упаковка, она такая мягонькая, да? Но за счет того, что несколько слоев проходит она, да, букет становится таким более каркасным и, ну, как бы не мнется, не прогибается упаковка. Все, если был бы букет побольше чуть-чуть, мы бы сюда еще навернули еще бы один листик, и вот здесь бы торчали, и все. Но мы здесь не будем этого делать. У нас не такой большой букет. Все, тишью можете расправить так, чтобы она как бы, ну, вот тоже создавала фактуру. Вот. Перевязываем. Перевязываем. Так, таких мне нужно 10 букетов накрутить. 10 заберут завтра. То есть на завтра все готовим, чтобы все было сделано у нас сегодня. Чтобы все сегодня. Так, и на ножку я беру в 2, складывая вот эту матовую пленку, потому что она совсем тоненькая.
как бы тонковато. Есть она такая же, но потолще. Тогда можно в одну. А вот если тонковатая, то в две. Чтобы ножка тоже, вот она у нас красивая была. Так, и атласную ленту. Связываю обязательно узел флориста, двойной узел. Вот, и потом вот этот узел никак не развяжется. Ленточки, бантик может развязаться, но узел никогда. У вас букет не ослабнет. Так, подрезка на уголочек обязательно, наискосок, не прямо. Так, нашу наклеечку. Обязательно брендируйте ваши букеты. Это придает такую статусность, да, букетом. Вот. Красота, шик, модерн. Аккуратненький. Надо побольше края, побольше сделали, да, поменьше подвернули. И так можно варьировать. Так, ну все, отправляем на водичку. Как все упакую, обязательно вам все покажу. Хочу обратить внимание вот на этот букет. Все цветочки подобрала, 4000 рублей. Здесь терноцетум, альстромерия, роза, диантус, хризантема, кустовая. Подсолнушек один был. Если мы берем один цветок крупный, то не по центру, чуть-чуть его как бы я смещаю, да, ставлю, чтобы выглядело более гармонично. Но сюда мне не хватило листьев малины. Вот были бы листья малины здесь. Букет я собрала на каркасе, иначе он получается очень-очень плотный. Вот, а если были листы малины, можно было обойтись без каркаса. Поздно я про нее вспомнила. На днях вот тоже про нее думала. Девчонки в телеграм-канале выкладывали работу уже с малиной. Кто не подписан, подпишитесь. Канал называется телеграм-канал «Мы с Алтая». Очень много для вдохновения. В работу выкладывают девчонки. Молодцы, никто никого не хейтит, так скажем. Ну, если попросят оценку, то как бы грамотную оценку девчонки дают. Вот такой букет. По цвету мне очень нравится, гармонично смотрится. Завтра на доставку отправляется. Так, и еще сейчас букеты собираем. Все те же сумочки. Нужно зелень поставить. Вот, в общем, на связи. Вот такая красота. 9 сумочек тоже завтра на вручение. Такие пышненькие 3 розочки, хризантема, гипсофила, зелень, 1500 рублей. Вот такая. Тирин. Надюшка упаковывает розочки по 3 штучки. Вот так с ножкой. Красиво. Опа, эмблемочку. Даже на 3 розочки. Вчера скрутили и вот так вот выставляет. О, сколько букетов много. Вот, потом все выставим в холодильник. Следующая партия сумочек готова. Также добавила только зелень. И все, красотки. Подлила водички. На завтра, смотрите, какая красота. Будет вручать на сцене в драмтеатре. Мы с вами уже туда ездили. Все, 10 штучек таких. 10 штучек. Вот. Красота. Красота. У нас здесь очень прохладно. Решили, что цветы в холодильник ставить не будем. Цветочки хорошие, крепкие, пусть даже распускаются немножко. Еще шикарнее становятся. О, какие сумочки. Юбочки какие красивые. Мастер-класс есть на канале по юбочкам. Кто не умеет, обязательно смотрите. Кто ленится такие юбочки делать, не ленитесь, не ленитесь. Очень-очень аккуратненько, красиво они смотрятся. О, юбочки какие. Прелесть. Так, ну все, еще 3 штучки нужно будет за 3000. Так, вот эта цена 2700 получается. Четкие вообще. Очень красиво. Планировалось только вот такого оттеночка розочки, но они очень маленькие. Прям очень маленькие. И я решила сделать
ассорти. Считаю, что очень красиво. Ну, пышнее намного получилось, чем как бы мы планировали. Вот я поэтому заказчики, я думаю, останутся довольны. Так, ну все. Шуршим дальше. Шуршим, шуршим, шуршим. Еще 3 сумочки. Здесь у нас получается орхидея, роза, диантус, хризантема, гипсофила, фисташка. Вот такая сумочка. 3 штучки. Так, все. С сумочками мы закончили. У Надюшки тоже чуть-чуть осталось. О, сколько, вся лестница. Подобрали букетики с витрины. Займемся витринкой. Цветочков уже немножко. Наверху заказные букетики. С витрины букетик забрали. Вот. Плодотворный день. Ноги гудят, уже горят подошвы. Ну ничего, будем отдыхать завтра. Все развезем и будем распаковывать наши боксики. Так, друзья, время свадебного букета, время 6 часов. Я свою часть работы закончила. Надюхе будут сегодня розы во сне сниться. И вчера снились, и сегодня будут 108 букетов. Обалдеть. Так, время на свадебный букет час до 7 часов. Завтра с утра сделаю перевязку, контрольную подрезку и все такие манипуляции. От бутоньерки отказались, потому что будет просто в рубашке, чтобы ничего не оттягивало, да. Ну, в общем, отказались. Но мы не будем настаивать. Так, свадебный букет у нас будет состоять из каллы. Далее эустома, белые розы, диантус. Каллы пришли проблемные. То есть у них подгнила ножка, стебелечек. И сразу они как бы уже... Если, например, на следующий день, да, свадьба, то можно было бы как-то стерпеть, их поставить, они не критичны были. Но коль со среды, сегодня понедельник, во вторник свадьба, стеблям нашим вообще плохо стало. То есть они у меня, смотрите, в каком... Вот такие, да, коротенькие. Мне их, конечно, плантация списала, потому что без стебель у нас каллы. Но невеста очень хочет букет. Я ей объяснила ситуацию. Запасного букета она мне так и не скинула, потому что, ну, с каждым букетом невесты я говорю, что скидывайте второй запасной вариант, потому что цветы это живой товар, всякие могут прийти. Но полотно пришло красивое у калл, ну, то есть белоснежное, а вот с ногами проблема. Я невесте это все обрисовала. Я говорю, полотно шикарное, стебли нет. Вершки хорошие, корешки не очень, так скажем. Вот, и предложила ей поставить. Блин, кто-то опять тут идет. Это что такое-то? Сегодня не сниму я вам букет свадебный. Угу, пожалуйста, до свидания. Продолжаем. Так, что делаю с каллами? Каллы нам нужны. Каллы ставим бесплатно. Букет невесты. Ну, что-то приятное должно быть, если у нее без ног каллы. Вот. Предложила такой вариант. Добавить роз, добавить диантуса, чтобы ну, то есть, как бы, вот так же монобукетом не поставишь в пробирках. Ну, ясень пень, не то. Мы как бы обговаривали, что не просто каллы могут быть с перемешку с другими цветочками. Вот такой вариант как бы и сделаем. Что делаем с каллами? Ставим на удлинитель. Я их уже потестила, поставила на пробирке вот так. Они прекрасно, тут как бы, ну, тут только зафиксировать нужно. Прекрасно себя чувствуют. Воды не халкают,
пробирки для орхидей, удлинители, как еще называют. В них я ставлю также гортензию, когда я ее делю на свадебные букеты. Ставлю гортензию. Почему бы так не поставить нашу каллу? Калла шикарная пришла. Классная. Вообще шикарная. Вот. Поэтому тейпируем ее вот так. То есть не под самой горлышко, немножко оставляем, чтобы тейп-лента тут схватилась, да. И полностью вот эту колбочку тейпируем, ну, чтобы красиво было, да. Что делаем? Крышечку прорезаем. Но не глубоко, да, как вот мы орхидею ставим, а вот прям микро-микро, так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, маленькими-маленькими, как сказать, шажочками, да, вставим нашу каллу. И вот эта пробочка, она как бы обволакивает, да, обволакивает нашу каллу. Вот так достаточно пробирочка. Далее, что далее мы делаем? Подрезаем. Также скотч, анкор скотч, да, все мы это знаем, почему калле мы так должны сделать. Даже в пробирке мы должны затейпировать, иначе как лук-батон разъедется. Водичку новенькую, свеженькую наливаем, погружаем. Все, калла готова. Надюш, что идет? Так, тейп-лента. Начинаем тейпировать не с пробирки, а с каллы. Привет. Не с пробирки, а с каллы. И вот так. Вот сюда. И уходим на пробирку. То есть полностью тейп-ленту чуть-чуть подтягиваем. И полностью она у нас вот так ложится. Вот так. Оп. Все. Сильно длинно больше не нужно тейпировать. Дальше вот так вот все подгибаем. Еще мне тут надо немножечко. Подгибаем, стараемся все заделать наш, как сказать-то, ну, чтобы вода не пролилась, не вытекала. Все мы должны затейпировать. Хорошо затейпировать должны. Делаю этот букет сегодня, потому что завтра с утра в 8:30 мы с Женей должны вести букеты в драмтеатр. Так, все, не проливается водичка. Она там спокойно, даже если невеста, там устала, вот так вниз руку опустим. Мы, конечно, предупредим, и уже предупредили, что на колбочках, если водичка польет, чтобы ничего, не пугались, ничего страшного. Вот, а мы с Женей завтра должны, к 9 приедем, мы должны в 8:30 быть на разгрузке. Наверное, чуть пораньше поедем в драмтеатре. Я должна успеть приехать и вот свадебный букет отдать, объяснить все. Ну, если не успеют, девчонки сделают. Утром пораньше приеду, перевязку сделаю, подрежу. Вот такие каллы. Мы уже можем поставить свадебный букет. Прекрасно. Они могут играть повыше, пониже. Так, все, давайте. Вот смотрите, у меня, например, вот это вот длинная, да, но я все равно ее чуть-чуть укорачиваю. Могу повыше, пониже. Если кругленький букетик, можно вот на таком уровне. Если чуть-чуть букет играет, да, то есть каллы чуть возвышаются, вы можете вот так вот сделать, да, ну, как бы длинный букет. Вот это вот вглубь букета пойдет, да, вот, а это вот уже на возвышение. Ну, это если динамичный букет. У нас такой полудинамичный. Каллы не будут сильно динамить. Динамить у нас будет эустома и эвкалипт. Так, ну все, давайте я все приготовлю, все затейпирую.
и соберем букет. Так, ну что, друзья, полчаса готовила цветы, чтобы делать букет. Эвкалипт перерезала, почистила, все. Давайте будем собирать букет быстро. Некогда уже, ля-ля-тополя, поехали. Все, друзья, букет у нас готов. Как вам? Красавчик. Мне очень нравится результат. Он у меня односторонний. То есть сзади вот такая история, впереди вот такая. Сейчас бусинку сделаю, иголочку. И определю, что это перед букетом. Он более такой, знаете, вытянутый, такой покатом. Чтобы все калы, все богатство букета было видно. Сейчас его подрежу. Завтра еще финальную подрезочку. Вот такая. Смотрите, колбочки эвкалиптиком шмяк-шмяк-шмяк. Не видно. Не видно. Если, например, невеста вам присылает букет, сколько стоит букет? Вы такие, ага, смотрите. Здесь что? Видно у нас 3 розы, эустома, эвкалипт, там 5 кал. Но надо додумывать, что у нас сзади. У нас еще 2 розы спрятаны, еще эустомы парочку, еще 2 калы. То есть, если вы смотрите перед букета, то еще добавляете цветов, чтобы они сзади были. Там же нет стены вот такой обрубленной, да? Здесь также и эвкалипт, веточки добавляем. Вот. Чтобы хотя бы примерно посчитать, сориентировать невесту. Потому что сориентируете на 5000, потом будете собирать, а у вас не получится на эти денежки, понимаете? Потому что формы нет. Будете думать, что такое? Вы задние цветы не домыслили, не посчитали. Также, если вы видите у меня на канале букет на 6000 рублей, я его показываю, а вы мне пишете, ни черта себе 5 хризантем. Вы немножко досмысливаете, что сзади тоже есть цветочки. Вот, и они тоже стоят денежек. Там нет обрубленной стены, да, вот, внутри зелень, как говорится, да, вы ее почему тоже не считаете, оазис не считаете. Вот, поэтому прежде чем что-то писать, ну, посчитайте, да, если вы не умеете домысливать, что там сзади, ну, верьте на слово. Так, ну все, довольная я вообще букетом, переживала, потому что мы невесту не можем подвести, а калы шикарные. Вот такой выход. Можно придумать с любым, в принципе, цветком, вот с этими пробирками. Ту же гвоздику, если, например, при сборке она у вас обломилась, что делать? Это же капец, а другой нет. Поставили на пробирку, на удлинитель, все, спокойно. Жениха там, кто приехал за букетом, предупредите, что может, например, ну, если вниз долго держать, там, да, может капелька водички побежать там или что. Не пугайтесь, это нормально. Цветочек на пробирке. Главное, честно предупредить. Ну и впереди летний сезон. На июль, на август принимаем заказы. Там какие недельки я буду в отпуске. 1 неделю не будем принимать, а также не принимаем. Сегодня уже звонили, писали декораторы, организаторы свадеб. На 26 июня букет. Вот с этим самарандом, он такой красивый, вот этот вот современный, красивый, трендовый букет. Очень хочется сделать, вот очень хочется его сделать. Но 27-го у нас последние звонки, выпускные. И если я возьму этот букет, я провожу с ним, ну, час, 1,5, 2 часа. Там, оно мне надо. У нас заказов вот так. У нас 25-го привоз, 26-го у нас 1 день, чтобы сделать море букетов и композиций на выпускные вечера.
на 27 число. Вот хоть и не с утра там будет, может быть, к обеду. Как думаешь? Да? Все равно никаких вот таких вот букетов, особенно свадебных, попросят доставку, либо еще что-то. В общем, не беру. Ой, блин, крутой, вообще не могу. Ну, Надя, смотри. А, Надь? А? Нормально? Вообще крутой, да? Такого еще не делала. Такого еще не делала. Я думаю, невеста будет очень довольна. Ну все. Ставлю на воду. День. Вспышка. Пролетел, но я все равно хорошо. Много вам поснимала. Женя, привет. Привет. Женя за мной пришел. Показываю итог. На завтра. Та-да-да-дам! Спустили вниз. Здесь прохладно. Наверху работает кондиционер. Не стали все это в холодильник. Завтра мы с утра с Женей все это быстренько загрузим. 108 букетов. Вот такая красотища завтра поедет. Доброе утро. Следующего дня загрузили цветы в машину. Так, в одну машину немножко. Женю надо будет быстро разгрузить. Вот, а в танк загрузили по полной. Здесь коробочку подставили, чтобы ничто... Ну вот все было плотненько, приплотненько. Вот так. То есть, ой, так опасно было открывать. Вот так, вот так, вот так. Все цветочки, в общем, плотненько стоят. Ну все, день Икс настал. Все, мы это выгрузим сейчас красоту. Время 8 часов, так что поехали. Находимся за кулисами театра. Вот здесь вот столы. Вот так вот все таскаем. Хочу показать сцену, как красиво. Из искусственных цветов. Вот, кому побюджетнее, пожалуйста. Не менее эффектно. Очень красиво смотрится. Вот на таких подставках, конечно. Вот тут вот, если кто будет сидеть, сцену не видно будет. Ну, вот как бы так вот. Лучше пониже сделали. Но тоже вот очень красиво. Прекрасиво. Я от всей души поздравляю всех медработников, всех наших подписчиков, кто как-то причастен к этому празднику. Спасибо огромное за ваш труд. Мы вас очень любим, ценим. Спасибо, что вы у нас есть. Вы наши ангелы-хранители. Продолжаем работу. Дело дошло до свадебного букета. Мне нужно сделать финальную подрезочку. Вот такую коробочку. Ну, не грязная, такая более-менее приличная. Зачем? Бесплатная. Ставим, что вот так вот бумаги много делаем. Ставим пластиковый стаканчик, набираем водичку. Лето, жарко, что коробочку будут с собой возить. Конечно, можно было красивую, это мы уже все обсуждали ранее, красивую сделать, платную переносочку, красивую коробочку, включать стоимость. Но это не нужно моим невестам. Они и так, кто копеечку считает, да. До этого я предлагала, все отказываются. Зачем? И цветы так забирают, да. Но нам не все равно на цветы. Делаем вот такую коробочку. Ну, бумажечки мы побольше, потому что букет нужно, будет транспортироваться на воде. Вытаскиваем, промакиваем и тогда даем невесте. Так, вчера еще не сказала, при сборке этого букета я переобулась. То есть я гвоздику убрала и добавила эустому. Вот, потому что вдруг, если вы заметили и скажете, ага, гвоздику убрала. Может, кто в засаде там сидит у меня. В общем, убрала. Это мы все обговаривали с невестой. Я как бы поступаю. При сборке могу что-то убрать, что-то добавить, как, в общем, мне понравится. Чтобы у нас не была такая больше шарообразная форма. Здесь круглых элементов хватает. Это роза, то есть подпорку, да, внутряшечку сделали. А вот калы, динамику и густому динамику дала. Как делаем подрезку? Берем секатор. Секатор должен быть прямой. То есть ножницы прямые должны быть. Так, это тугие какие-то. Прямое лезвие должно быть прямое. Не вот такое. Прямое у вас никак не получится. Прямой секатор. Прямое лезвие должно быть. Зажимаем немножечко, да, не вот так вот на растопырочку, чуть-чуть зажимаем.
И подрезаем. Знаете, сначала я просто рисовала, да, вот так вот рисовала немножечко маркером. И по верхней границе, ну, чтобы маркера не видно было, обрезала. А сейчас уже, знаете, на глаз. Все-таки у нас здесь не ткань, не какие-то не мерки, если даже чуть-чуть. Вот. Очень красивая перевязочка. Связочка. Берем. И немножечко должно быть. Не люблю, когда вот такие стебли торчат. Если тут стебли торчат, то и шапка должна быть, да, соответственно. А то, когда вот такой маленький шарик и вот такая длинная-длинная перемотка, смотрится пропорционально некрасиво. Вот. Ну, конечно, если желает невеста такой, как он называет раньше, скипетр, это кто она? Сидели цари-то на троне, шарик держали и этот кувалду-то эту. Ладно, не знаю, как называется. Ну, вот такой длинный микрофон, так скажем, да, ее дело. А так, чтобы рука была легкая. Букет – это продолжение руки, плавный. Не так вот нести. Вот букет. Не нужно обращать, это аксессуар. Букет должен быть плавно, находиться на уровне пупка, грудь не закрывать. В общем, и так даем рекомендации нашим женихам, чтобы они передали невестам. Потому что невестам не до этого, им надо выспаться, им с утра накраситься, прическу навести. Еще они встанут, не выспавшиеся. Вот такие. Так, ну все, подрезку сделала, поставила. Все, прекрасно, букет транспортируется. Нужен букет, достали. Не нужен букет, чтобы по рукам не мотылялся. Закинули в коробочку, и все, и красота. Так, также у нас для молодожен подарочек. Подарочек насобирали мы. Пересмотреть? Ну, давай, перетряси. Лепестки роз. Где-то рубашку, да, снимали, где-то еще что. А где-то отстрел был. Вот. Поэтому мы лепестки роз в подарок. Смотри, какая красота. Может быть, большой пакет взять им? Вот. Давай вот в этот пакет. Хо-хо-хо. Сейчас им натрясем. Надюшка довольная. Пришла с выходных. Накупалась? Купалась? Нет, Девчонки купались. Шашлыку нажарила, наелась. Довольная. Удочку покидала, помочила. Вот через неделю в отпуск пойдешь. В отпуск пойдешь? Да. Вообще там таких рыб, наверное, наловит. Будем ждать от нее улова. Рыбу своей мечты. Рыбу мечты будут ловить. Сняла распаковку на боксы, которые мне пришли. Заказывала Далия бокс. 20 минут с лишком. Решили вынести из недельного видео отдельное видео небольшое. Кому интересно, тот может посмотреть, да? Иначе недельное видео будет очень большое. Пришло очень много боксов. Я, конечно же, такая вдохновленная. Все вам тут очень-очень долго рассказывала. Так, хочу что сказать. Теперь эти боксы стали еще ближе к нам, потому что их можно заказать на Вайлдберрис. Поэтому смотрите, заказывайте. Там есть не весь ассортимент, наборчики. Вот, но можно уже пользоваться. Так, ну все, друзья, убегала, все дела сделала. Так, ну все, ребята, побежали домой. Сейчас фоторамки быстренько отрекламирую. Девчонкам дам, пусть открытки выставляют. Красоту наводят, а тут все завтра уже все по полочкам расставлю. Что у нас на этой неделе? А на этой неделе будет у нас подготовка к выпускным. Выпускные
Готовим, смотрите, сумочки заряжаем. Сюда ленточки красивые, да? Заказываем, делаем заказы. О, девчонки работают, там шумно все у них. Перечищают, все моют. Потому что цветов мало осталось. Так, ну все, друзья. Встретимся завтра на базе. На цветочной базе. Будем набирать море красоты. Море красоты. Так, ну все, до завтра. Доброе утречко в садовом центре. Давайте, не так много нужно всего взять, потому что много что есть. В основном все есть. Давайте пройдемся по полочкам. Нам нужна тейп-лента. Вот здесь есть и потемнее, и посветлее. Вот посветлее возьмем, пошуршим. Сразу берем 3, потому что на каркасы она у нас разлетелась. И так вот на свадебных букетов уже нет. Также положила черные ленточки. Нет, белой нет. Других, в принципе, все в достаточном количестве. Нам также нужны ленты красивые, чтобы повязать на сумочки. Вот эти очень красивые пришли. Сколько вот их там? Намотка 18 метров. Упс. 18 метров. Вот, наверное, такую 2 белых возьмем. Блин, так, это у нас 18. Это 40 штук. Ну, в принципе, хватит 2 штучки. И вторую буду брать атласную. Вот такая она с кружевочком. Ну, такая рифлененькая по бокам. Ленточки будут очень красивые. Это на выпускной мы готовимся. На выпускной. Так, вот тишью. Тишью тоже надо. Вот белого надо. Побольше взять его. Так, розовый есть. Сливочного еще чуть-чуть. Розовый, сиреневый в достатке. Вот белого никогда не помешает. Так, берем. Берем. Еще нужно... Мы же измотали пленку прозрачную. Прозрачную пленку. Смотрите, здесь какая длиннющая есть вообще. Вот эту. Вот эту вот отгибаем и смотрим, чтобы она вот шебурчала. Шебурчала, тогда она классно будет, ну, смотреться на букетах. Так, парочку берем. Достаточно будет. Так, парочку берем. Так, по упаковочке смотрю. По упаковочке топеры. Вроде все есть. Вот Жени. Может, для Жени топер взять? Сколько Жень у нас в деревне? 5 хватит? Или может это Жене? Может, Жене? В общем, прикол. Так. Днем рождения есть, бабушкам есть. Всем есть. Такая есть. Сумочки. Так, а вот насчет сумочек у нас нет каких средних. Больших мы набрали. Больших набрали. А вот таких средних-то у нас вот таких, наверное, нет. Возьмем немножко. Буквально по чуть-чуть. По 3 штучки. Это, знаете, для витрины. Для витрины. Вот так. Немножко вот так вот. Хоп. И пойдем дальше. Так, в этой стороне. Во, смотрите, какую тут еще привезли. Бумагу разных оттенков. Красивые всякие. Может, зелененький взять. Красивый такой цвет. Ой, какие еще бордовые есть. Фиолетовые. Вот фиолетовый, наверное, возьму. Надюшкин любимый цвет. Ой, красивый сиреневый. И розовый тоже красивый, конечно же. Давайте фиолетовый и розовый возьмем. Самые ходовые. Так, дымка у нас еще есть. Это есть. Так, ну, в принципе, и хватит. Побежим за срезом. Работает целый день. Вот. Работников. Ой. Каких работников у вас хорошие работники какие, а? Ой, вообще балдеет. Кому на Руси жить хорошо, да?
Ой, привоз очень красивый. И ранункулюс баттерфляй. Агапантус мы его продали, берем. Дельфиниум красивый. Хризантема шикарная. Стальончик наш любимый. Разнообразная палитра какая. Гвоздичка, пиончики. Роза, хризантема. Орхидея какая. О, громадина. Гвоздика. Гвоздика очень красивая. На нее сезон. Гипсофила. Роза. Роза шикарная. Вот это вообще бомба. Вот это надо скорее уже набирать. Эльстромерия. Ну, эльстромерия вообще жир. Роза и парковая, и всякая разная. Хризантема. Да на цветом какой классный. Ирисы. Вот это парковая роза. О, боже мой, красота какая. Оттеночки. Гортензии все крупнее и крупнее пошла. Так, ну и розочки. Дальше розы. Все, набираем. Друзья, все, приехала. Ух, жарищу на улице, жарко. Одна сегодня ездила. Женя работает. Леночка у нас в Питере. Впервые знакомится с культурой и вообще с самим городом. Сейчас там белые ночи. Необычно, интересно, красиво. Вот, забежала в цветочный магазин, заходит, любуется, интересно. В цветочный, конечно, удивляют цены. Цены. Ну, большой город, большие цены, большие деньги, да. Так, ну а мы начинаем чистить, будем ставить хризантему на краску. В общем, и распаковывать коробки. Только занесли. Девчонки упаковку на второй этаж убирают. Вот так приходят цветочки. Все упаковываем. Будем герберку ставить на проволочку. Сразу потихонечку все будем разбирать. Сезон пошел на эустому. Эустома шикарная, по цене классная и по качеству. Агапантус еще какой крутой. Агапантус вообще шик-модерн чистить. Как берем агапантус чистим? Снимаем упаковку. Опа! Резиночку снимаем. Можно рассречь. Опа! Берем острый секатор и наискосочек. Шмяк, шмяк. Шмяк наискосочек. Готово. И ставим в водичку. Так, у меня в холодильнике для него вода. Да. Ставим в холодильник. Опа! Вот все бы так чистить цветы. Шикарно было бы. Так, здесь цветочки нужно все убрать в вазочку. В вазочку на уценочку. Убираем. Чтобы нам ничего не путать. Новенькие розочки и с прошлой недели розочки. Все убираем из вазончиков. Промываем. Ничего страшного в этом нет. Так, промываем. Здесь тоже чуть-чуть. Вот знаете, они слипшиеся. Вот прям сахар внутри. Сироп. Убираем эти штучки. Болтаем в водичке. Надюш, подрезай сама. И убирай. Так, вот у нас их очень много. У нас их что-то 30 штук. Есть вот такие, но тоже вот эти вот все нужно. Ну, я думаю, надо их убрать. Потому что они не дают пиону распускаться. Они все вот внутри, они все сладкие, липкие. Вообще вот пальцы просто слипаются. Слипаются пальцы. Ну, сильно много, понятное дело, не нужно убирать, потому что он же бутон держит, вот эти первые листочки, а то он вообще развалится, да. Все, видите, начал уже распускаться. И, в общем, сюда я налила тепленькую водичку. И
взяла, где он у меня. Капельку капнула и уже прибрала. Вот. Эпин. Вот такое средство. Капельку буквально. Оно такое вязкое. Так, и стебелечки подрезаю наискосочек. Так, пенечки все убрать. Наискосок. И в этот раствор. Говорит, стресс снимает. И то да сё. Так, все. Вот такую манипуляцию с пионами проводим. Все. И все пионы так делаем. Смотрите, друзья, как вот из таких пионов получаются уже вот такие пионы. Видите, какие они? Они уже распускаться начинают. Хотя бы чуть-чуть, видите, листики расчерикиваются. Во. Ну где же знает покупатель, что с ними нужно сделать? Конечно, они у них зачернеют, все покроются коричневой коркой, потому что сахар сверху это коричневый. Вот. Кто знает, что надо их купить, обчистить, помыть, чтобы они дальше вообще распустились, чтобы они порадовали. Так и засохнут вот в таких колобасеньках. Поэтому вот такой простой совет. Сама первый раз делаю, посмотрела в интернете и вот так вот сделала. Все, промываем их, потому что сладенькие, они сладенькие. Сколько муравьев на них бегает? Что, они просто на запах, что ли? Пионы летят, бегут? Нет, конечно, на сахар. Они очень липкие. Вот, поэтому, чтобы порадовали и не засохло вот так. Потому что вот эти листочки, они все слипнутся абсолютно. Убираем. В воде прополоснули. Подрезали и в теплую воду. Два способа, как поставить герберу на проволоку. Первый способ. Берем проволоку герберную 0,8 калибр. Герберу зажимаем двумя пальчиками и один сверху. Немножечко протыкаем. Держим у основания и закручиваем вокруг стебля. Вот так. До конца. Косой срез на водичку. Водички первый раз наливаем чуть-чуть больше, потом при смене воды в 2 раза меньше. Гербера тоже обезвоженный, хочет пить воду. Второй способ. Берем герберу. Второй способ без прокола. Делаем петельку вот такую. Пронизываем герберу к основанию, поджимаем и также таким же образом обматываем ее вдоль стебля вниз. Вот этот кругляшочек, да, он подпирает шапочку. Также косой срез и на водичку. Этими двумя способами хорошо пользоваться, что первым, что вторым. На качество герберы и стойкость никак не влияет. Я проверила. Ну вот есть сорт, вот сорт, запомните, пожалуйста, сорт Лоллипоп. Самый шикарный, стойкий на праздники, на все. Я беру только его. Это другой сорт. Мы его тоже попробовали. Он тоже, в принципе, по стойкости хороший. Ну вот не могу сказать, я его не запомнила. Все привыкли, что у меня память. Памяти нет на имена, памяти нет на сорта. В общем, как-нибудь терпите. Так, все, быстренько. Плохо Леночки нет, она герберу-то всегда у нас крутит теперь. Вот. Хоп-хоп, это делается очень быстренько. Друзья, если ваша гербера вам не нравится, тут писал в комментариях, почему так у вас долго стоит гербера, у меня уже на второй день все, хана. Ну, смените, не поставщика меняйте, смените плантацию. Скажите поставщику, вы же с поставщиком в одной лодке находитесь, что как-то плантация не очень себя ведет, да, ну, не очень стала. Пусть он другую плантацию возьмет и попробуйте другую плантацию, вот. А поставщика можно же не менять. Зачем его менять? Просто нужно разговаривать с поставщиком, давать обратную связь. Как мы с клиентами, да, они нам дают обратную связь. Вот это хорошо постоял цветочек, вот это нравится, вот это не очень. Так и мы с поставщиками. Мы с ними в одной лодке.
Мы за качество, за... чтобы все, работа ладилась, и все было хорошо, и все клиенты были довольны. Вот, я думаю, любой поставщик к вам прислушается. Так, девчонки подкладывают розу. Розу как выравниваю? На сухой стол. Вот так вот, оп, вниз головушкой. Я люблю, чтобы она у меня ровненько стояла, не вот так, сикость-накость. Все, шапочки ровненько лежат. Не долбим их, нет. Аккуратненько поставили. Все, ножки подрезали. Все ровненько. Где-то выше, где-то ниже. Подрезали. И в водичку. Кустовую розу выравниваю по стеблю внизу. То есть вот так, оп. Здесь нам не надо, чтобы она была одной шапочкой. Но если что-то сильно выпирает, конечно же, подтягиваем. Также подрезаем. Подрезаю где-то сантиметр. Первая подрезка сантиметр. И на воду. Так, ну что, друзья, 21 пион отправляется на доставку. Смотрите, какие пионы, из каких мы сделали, да. Обязательно вот этот цветочек нужно, требует нашего именно внимания флористов, чтобы у получателей он хорошо себя чувствовал и радовал. Смотрите, какие бутончики свеженькие, не липкие, они раскрываются, они сочные, ароматные. Вот. В общем, отправляется на доставку. Упаковываем в бумагу. В бумагу упаковываем. Сейчас уже не от холода, а от жары. Там уже доставка срочная. Курьера вызвали. Курьер у нас Женя, мой зять. Надин муж, выручает. Лены нет, Женя работает. У нас привоз. У нас палочка, выручалочка. Так, все вот так вот запаковываем. Вот, прекрасно доедут. Ну все, мы работаем дальше, чистим. У нас еще много цветов. Такой букет отправляется на доставку 5000 рублей. Здесь 5 роз, 4 альстеромерии, 2 ветки лимониума, 4 хризантемы, 3 кустовые розы, 5 диантусов. Вот так покажу в красивой упаковке. 5000. Большой красивый букет. Так, все. Отправляем. Ой, конец рабочего дня среды. Ух, такая тяжесть вообще в спине после привоза. Ой, фартук сикость-накость. Наоборот. Так, ну ладно. Давайте покажу, что привезла. Девчонки уже бежали, время 7 часов. Мы все успели сделать. Заказов много было. Вроде с утра ничего не было. Приехала. Раз, два, три, четыре. Быстренько заказы. Хорошо, Женя нам все развез. Да, Женя это, как я уже говорила, мой зять. Но у наших родителей 2 зятя и 2 Жени. Вот, давайте пойдемте покажу, что и флорист подвез цветочки. В общем, давайте все по порядку. Из комнатных растюшек привезли азалию. Мы ее напшикали, воду прям залили туда, поставили. Орхидейки 2 вот таких насыщенных подвезли. Все, у нас тут немножечко заполнение. Так, про качели потом расскажу. Орхидеи привезли. Шик-модер. Кстати, рамки фиолетовые уже купили. Выставили, уже забронировали. Так, ну пойдемте. Ой, сколько красоты. Ирисы привезла 30 штук. Брала 10, за один день купили. Брала 20, за 3 дня купили. Ну вот, чтобы нам хотя бы на чуть-чуть еще подольше хватило, взяла 30. Гербера. Ой, очень красивая. И по цене она классная, 120 рублей. Эустома шикарная, 380 рублей в 2 оттеночках. Вот такая лососевая и вот такая нежно-сиреневая. Очень красивая, шикарная, жирная, прижирная. Кустовая розочка. Агапантус весь продали на прошлой недельке. Альстеромерия в сеточках. Там гиперикум беленький и розовый. Такой красна. Гербера. Гвоздика. Гвоздики много возим. Так, розочка Кения. Эквадор розочка пошла. Эквадор.
Вот так, вот так, вот так. Выставили гортензию. Смотрите, шапища какие. Напоили, все мокрые, обтекают. Дальше здесь у нас гвоздика. Гвоздика очень красивая. Красненькую привезли, зелененькую. Сантини. Так, кружимся, кружимся. Хризантема. Вот это крашеная. Вот эту вот такую привезла. Рыженькая, красивая. Дальше здесь в подтоварочке кустовая розочка. Розочка, 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 розочка. Хризантема с зеленой середкой магнум. Вот белая, белоснежная. Гагарин. Там альстромерия, альстромерия, хризантема, хризантема. Это роза с прошлой недели. Все, убрали. Завтра выставим на уценочку. С другой розой не мешаем. Хоть у нас и есть полома на витрине, хоть у нас есть вот это вот Candy Light я привезла, не мешаем. Хризантема крашеная, голубенькая, персиковая. Вот такая красота. Красота и ляпота. Альстромерию утром сеточки снимем. На завтра на витрину выставили уже ящички, которые мне привезли. Все, начнем с ними работать. На витрину хочется. Также сумочки приготовили. Больших нет. Я уже начала собирать качели на витрину. Хризантема, фисташка, гипсофила еще выкраситься сделаем тут тише. В общем, завтра еще покажу. Да, на витринку. На витринку вообще классный. Потому что так приходят, классно смотрят, но нет времени на сборку. Так вот собираем из долгостоящих цветочков хризантема, гипсофила, фисташка. Все. И цветов немножечко, и будет смотреться очень-очень красиво. Сердечко читается. Вот, у нас их несколько качелек. Так, люди, кто заказывают, но хочется на витрину, с витрины уходит быстрее. Руки чешутся, хочется. Приду на склад. Хочется и в этот бокс сделать, и в этот бокс сделать, и этот бокс сделать на витрину. В общем, такая дилемма, это вообще кошмар. Но ничего, справимся. Хочется и Эйфелевую башню, и то, и другое. Ну, в общем, все по порядочку. Будем потихонечку, помаленечку предлагать нашим клиентам. Вот просто нужно одну сделать на витрину, сфотографировать, выложить. Все, качели нет. Отсвистели качели. Все, поздравляю всех. Доброе утро, друзья. Вчера я вам показывала, перед закрытием качели начали собирать. Добавили туда гипсофилы. Первый покупатель купил качели. Так, фискализация, да? Купили качели. Собираем композиции. Вот в таком ящичке. Еще я не доделала. Зелень осталась. Ну, думаю, покажу хоть так, потому что вдруг купят и не успею показать. Потому что через полчаса в парикмахерскую убегаю. Крутые боксы. Так, вторые качели будем сейчас. Найду в штапе пол кирпича. Здесь пол кирпича входит. Сейчас покажу, как его вставлять. Вообще классные. Вот у нас в голубом цвете. Также сумочки сделали. Вот такие. Маленькие есть. Маленькие девчонки, если что, будут подделывать. Вот такие вот сумки. Так, и букет буду собирать. Это у нас получается гортензия. Гортензию все отпоила. Даже еще чуть мокроватая. Мокроватая. Так, что у нас тут облетает? Обрежем. Потрясем ее еще немножко. Скинем с нее воду. Под свадьбу конвертик? Конечно, держи. Так, давай денежку. Тебе сдачу. Так, а что у нас десятки нет? Раз, два, три, четыре, пять. Держи. Так, все, дальше. На свадьбу взяли. Сердце, качели. На свадьбу.
Классно. Так, из гортензии. Так, с роз все пенечки убираем. Шик модерн наводим. Беру хризантему. Такой, знаете, нежно-яркий. И яркие, и нежные. Если нежные оттеночки, то перемешиваем с яркими рядышком, чтобы их было видно. Вот так. Так, вообще с гортензии хорошо берут букеты. Вот именно когда, ну вот еще разные, да, цветочки в перемешечку. Вот так. Розочку ставлю между яркими, чтобы ее было видно, да. Бледная на бледная у нас не видно будет цветка. Так. Так. Вот сюда. Так, что у меня получается? Гортензия, 2 альстромерии. Сеточки я уже сняла с альстромерий. 2 альстромерии, 2 кустовые розы, 3 диантуса, гортензия, собственно. Так. Ну и пусть она у нас по центру. Так бы ее, знаете, лучше чуть-чуть в бок, в бочок. То ли так, наверное, сделаем. Вот так, чтобы один бок был у нее открыт. Один бочок, чтобы у нее был открыт. Так, сюда. И вот сюда кустовую розочку. Вот так. То есть гортензия у нас, она как бы не по центру. А то как пуп будет смотреться. Пупочек. Вот здесь. Вот так вот много, да? А гортензия вот тут как бы сбоку, чтобы чуть-чуть край, да, у нее был приоткрыт. И тогда она как бы будет на своем месте. Так. Все. Готовченький букет на витрину. Упаковываем. Друзья, сегодня 12 июня. Праздник, День России. Я вас от всей души поздравляю. И себя тоже поздравляю. Люблю очень нашу страну. С праздником. С праздником. Красивый букет. Упаковываем обычно нашим способом. Так, решила включить камеру. Хоть один-то букет нужно с вами сегодня собрать. Потому что народу много. Не успеваем наполнять витрину. А букет очень красивый будет. Гортензия в составе. 4 тоноцетума. Ромашки. Сейчас вот так вот разделю. Чтобы по отдельности их брать. Чтобы не цеплялись. Так, получается 5 вывернутых роз, 3 кустовые розы, поярче. Так, и будет 5 диантусов. Диантусы уже оттенка гортензии, говорю, розы. Так, все, начинаем собирать. Именно вывернутых роз нужно всем сегодня. Вот, поэтому даем вывернутые розы. Так, все, наверное, посмотри, наверное, денежку перевели. Так, пенечки все обрезаем. Угу. Уже. Хорошо. Пенюшки поймали. Так, пиши, что поймали. Видите, какое сочетание красивое будет. Угу. Шикарное. Так. Ромашечку. Так, и оставляем гортензию сбоку вот так. Остальные цветы выводим в эту сторону. Так, сюда розу, вот сюда вот еще надо розочку нашу
собираем все по спирали. Так вот повыше, которую вот в эту сторону положим. Так, гвоздичка, тоноцетум, гвоздичка. А, вот розочка еще у нас одна. Тоноцетум сюда, чтобы вот так вот плавненько было завершение у нас гортензии. Так. Так, и сюда еще гвоздичку. Все. Букет готов. Ну, какой красивый. Так, связку встал. Все. Вот. Шик, блеск, красота. Какое сочетание красивое. Бомба. Бомба. Вывернутые розы. Это Pink Mondial. Обязательно запомните этот сорт. Очень красивый. Очень красиво выворачивается. Так, упаковку будем собирать пузонькой. Я ее называю. Так, стол протираем. Так. Перевязываем. Так, подрезаем, чтобы ничего у нас не торчало. Так, упаковка кругляшочком у нас будет. Так, берем 3 тишью белого оттеночка у нас в данном случае. Так, раз, два. О, кто-то уже приехал. Неужели за букетом приехал? Так, вдруг за букетом. В общем, посмотрели, какой он красивый. В упаковке будет еще круче. Все, нет букета. Молодой человек так быстро доехал. Я думала, сейчас ля-ля тополя и все и расскажу. А нет. Но успела сфотографировать букет. Вот он. Или сюда Женя вставит. Попросим его. Девочки спрашивали, как и зачем нужно убирать вот эти вот тычинки, да, Надя, это же тычинки. Так, смотрите, как только лилия более-менее раскрывается, и у нас в доступе вот эти тычинки, мы просто их берем, ну, там по 2, по 3 штучки, да, просто их убираем, вот сами. А вот эти вот штучечки, ну, как палочки, мы их туда не под конец срезаем, просто верхние вот эти вот убираем. Пестик, это пестик, да, вот этот? Да. Он остается. Зачем это нужно делать? Во-первых, в общем, лилия распускается, и вот эти тычинки покрываются пыльцой, желтой такой, да, и пыльца, она падает, осыпается на белое полотно лилии, и лилия становится грязной. То есть эстетически некрасиво становится. Также, когда дарим, запах, естественно, не теряется, да? У лилии, когда мы дарим получателю, если мы не уберем тычинки, они будут желтые, может замараться одежда. И она вообще, мне кажется, не отстирывается. Вообще очень плохо отстирывается. То есть учителю подарили, блузку замарали, блузку выкинули и вспоминаем. Ну как, не флористы же будут вспоминать ваш букет. Вот, поэтому флорист, конечно же, должен все это учитывать, все это должен знать. Вот, конечно, какие не раскрылись, да, бутоны, мы их, естественно, не будем колупать, оттуда вытаскивать. Ну, можем как бы наказать, что тычинки можно как бы убрать, но мы же уже подарили, мы уже поставили в вазу, мы как бы там кто-то, да, не замарается, просто в вазе как бы будут стоять. Вот, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, зачем нужно убирать тычинки. Вот, а эту лилию я вытаскиваю с холодильника, чтобы вот эти бутончики, мне нужно, чтобы они все дозрели и распустились.
Вот. Одна веточка осталась у меня с прошлой недельки. Вот, вытаскиваю. Ирисы также. Ирисы продали. Ирисы вот было 30 штук, продали. А вот такие вот видите, только-только, да, они начинают набухать, так скажем. Я их вытаскиваю сюда на ночь. Утром приду, они уже хорошо проклюнутся. Их можно будет уже ставить в букет. Вот, и лилию также на улицу подрезать и оставить в помещении. Вот, пусть она наливается, расщелкивается, и будем ставить букет. Так, ну сейчас, друзья, хочу показать вам нашу витрину. Она очень красивая. Пойдемте. Шуршали сегодня целый день. Зонтик, смотрите, красивый. Наполнение какое? Всего 2900. И роза, и устома, и гербера, и диантус, и хризантема. Вот такой большой букет. Все, герберы у нас нет. 2 букетика вот из нее сделали, остальное все продали. Вот такое с герберками. Сумочки. Сумочки ходовые. Вот. Трапеция вот такая. Боксик. Вот здесь сумочки подешевле. Сегодня пятница. Пятница, суббота самые активные дни. И очень-очень хорошо берут именно на губки. Поэтому стараемся держать хороший ассортимент. Ну и вот по такой средней цене, да, до 2000 рублей. Они самые ходовые. Качельки. Качельки у нас уже вторые. Одни прям сразу купили. Вот. Такие стаканчики миленькие. Вот такой вот. Надюшка сидит, заряжает сумки. Заряжать сумки мы с вами умеем. Вот. На выпускные уже очень красивый оттеночек. Все, готовимся к выпускным. Готовимся. Так, что еще интересно показать? Я вот достала медведя. Поменяла ему ленточку. Привезла бархатные коробки. Вот подобрала. Опа! Достала вот такой агрегат. Достала Bubbles. Все, его растянула. Завтра привезу щипцы для волос, чтобы растричь, запаять. И будем медведя делать вот в этом шаре. Вот так. Вот такие новости. Будем делать медведя в шаре. Напишите в комментариях, вы это делаете, нет? Такой вот штучку. Давно уже есть, лежат баблсы. Заказала вот эту надувательную штуку, чтобы не насосом надувать. Вот. Хотим с девочками оформить вот здесь полочку именно с медведями, вот в этих шариках. Лето, очень многим транспортировать далеко, цветочкам тяжеловато. Нужно предлагать что-то интересное нашим клиентам. Тем более девчонкам зайдут, и маленьким, и подросткам зайдут. Да и девушки тоже лет в 50 тоже будут рады получить такой подарок. Вот. Сейчас попробую. Завтра обязательно включусь. Покажу, что вышло, как это, что. Ну что, посмотрела все в интернете. Так, вот баблс надо растягивать. Все посмотрела в интернете. Попробуем, как нашим клиентам зайдет или нет. Мы только до этого предлагали в цветы вот эти баблсы. Теперь же мода что-нибудь в этот шар запихать, надуть и предлагать. Так, ну все, до завтра, друзья. Так, друзья, наделала уже букетов. Делаем заказные на завтра. Решила показать их вам в этом видео. Так, первый букет. Потому что места уже нет, буду отправлять в холодильник. 7 хризантем с альстромерией. Вот такой букет нежненький. Нежненький, принежненький. Стоять. Дальше яркий букет. Надо фотографироваться и убирать в холодильник. О, какой яркий, прияркий. 13 кустовых хризантем. 3500. Так, дальше.
Вот такой букет. Здесь микс гербера, диантус, альстромерия, лимониум, хризантема кустовая. 3000 рублей. Так, еще один букет сейчас покажу. Букет с альстромерией. Так, чек доставки убираю. Я завтра на доставках. Вот, получается, здесь у нас 15 альстромерий. Вот такая красота. Очень яркий, красивый букет. Карточку уже подписала. Вот эти два букета заказала Женина однокурсница для девчонок-близнецов. Вот такие вот близнецы, но они все равно разные и по характеру, вот, и по своим увлечениям. Вот. В общем, для близнецов буду все фотографировать и отправлять в холодильник. Еще один классный заказ у нас на завтра. Обязательно вам покажу букет на 8000 рублей с пионами. Пионы мы отставили. Сейчас я покажу, как они уже подраспустились. Помните, горошинки какие пришли у нас? Что мы с ними делали и как они в итоге раскрылись. Какие колобочки. Помните, горох какой был? А сейчас просто бомба. Все распускается, расправляется. О, какой букет будет классный. Так, что у нас будет в составе? Пионы. Пионы. Везу красоту. Алиум, эустома, диантус, эвкалипт. Так, тут написано. Эвкалипт, ирисы, альстромерия. Так, что у нас тут еще будет? Все, 8000 рублей. Друзья, отличные новости. Вместо 10% скидку Далия Бокс дает 15% скидку по нашему промокоду Цветочная Вера. Так, все, друзья, согласовали букет. Букет с пионами. Я рассказывала состав вроде как. Рассказывала. Я уж не помню. И вам надо рассказать, заказчику рассказать. В общем, повторюсь, если что, состав. Альстромерия, агапантус, гвоздика, эустома, эвкалипт. Далее у нас будут пионы. Так, гвоздику эту мы не берем. Заменила ее. Что-то потерялась. Вот эту гвоздику мы не берем. Заменила ее на зеленую гвоздику. Потому что вот этот цвет вот с этим, да, с фиолетовым не очень дружит, так скажем. Не очень мне нравится. Так, а вот так вот у нас все будет гармонично смотреться. Также берем амми. Также взяла амми за мелкие штучки. Лимониума нет, ну вот этот вот, зеленушечка наша полевая очень хорошо подойдет. Так, пока все согласовывали, собрала вот такой бокс на заказ. Но заказала моя одногруппница поярче. Так, ленточки побольше желтенького. Желтенького у нас гербера. Альстромерия была. Солидашки парочку штучек. И вот так сзади. Вот так. Впереди вот так. Видите вот эту зеленую штучку? Угадайте, что это? Это гортензия. Так, вот такой ящичек. Летний, красивый, очень классные фоточки, стильненькие, можно вот так фотографироваться. На стол очень классно поставить. Также бокс в хозяйстве пригодится, потому что коробок, корзин у всех кучная. Так, сейчас протру. Вот так сюда поставлю. Пусть он на заднем плане любуется у меня. Так, будем собирать букет. Букет. На каркасе будем букет собирать. Вот. Видите ирисы? За ночь как
расщелкнулись. Все, сейчас немножечко и поставлю их в холодильник. Лилия тоже постояла. Расщелкивается, расщелкивается. Видите? Созревает. Сегодня уже к вечеру в холодильник поставим. Букет наш будет на каркасе. Поэтому готовим цветочки. Цветочки мы готовим как? Берем пион. Убираем всю листву. Всю листву мы убираем. Почему я выбираю каркас? Потому что я уже много раз говорила, что цветочки в каркасе можно поставить так, чтобы они друг другу не мешали. Так. Так. Все убираем. Так, здесь у меня 9 пионов. Вот такие в колоботочках возьму. Пусть клиента дольше радует. Так, вот так вот один останется. Ой, ну крутые. Классные. Классные пионы. Так, ирисы я так поставлю здесь. Вот так. Все мне надо разложить, расставить ингредиенты, чтобы все они у меня были перед глазами. Альстромерию достаем, эустому достаем. Так, гвоздика пусть тут будет, эвкалипт. У нас будет с упаковкой. С упаковкой у нас будет букет. Так, вот здесь вот я не буду вот эти веточки отрезать от эустомы. Как-нибудь поставлю так, в связку возьму, то есть 3 штучки, чтобы не пережималось. Не хочу цветы здесь обдирать, иначе прям совсем скудненько будет. Убирать. Постараюсь их поставить в связку. Так, ну что, друзья, вот такой летний воздушный букет получился. Не шебурши. Они косынки заряжают. Не шебурши. Пока холодильник не гудит, холодильник скоро отремонтируем, уже потерпите чуть-чуть. Сильно он у нас шумит, мы тут сами, как, не знаю, как одна в погребе сидит, другая маячит. Вот такой летний воздушный, смотрите, пиончик там внутри пониже, над ним гвоздички, и все как бы цветочек чуть повыше, что-то пониже. Переобулась насчет упаковки. Сначала клиент предложил вот такую лавандовую упаковку под эустомку. Когда я его собрала, поняла, что упаковка здесь вообще не нужна. Он такой летний, воздушный, легкий. Вот так вот, ну, цветочки очень-очень красиво. Блин, приехал. По всему кругу стоят вот так вот ленты. На денежки упаковки добавила тише и подбила букет. Вот такой очень красивый лето. Так, мучаю шарик. Не нашла дома щипцов. Нужно же его растригать, медведя сажать. И тогда делать. А Лена их забрала с собой в Питер. Вот. Поэтому откладывается у нас вот это все мероприятие с медведем и с шаром до Лениного приезда. Ей крупно повезло. Она попала на репетицию, когда выезжает корабль с алыми парусами. В общем, скидывала видео, посмотрите, очень красиво, впечатляюще. Говорит, она пошла смотреть, как разводят мосты, и увидела репетицию. Классно, классно. Нам тоже, в свою очередь, повезло. Когда мы были в Питере, то попали на репетицию тоже военно-морского флота, кораблей. Тоже впечатляющее зрелище. Так, ну а я на этом с вами прощаюсь. Большое спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши замечательные комментарии. С вами была Вера. До новых встреч. Пока-пока.
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.